Органайзер для украшений из того, что выбрасывают. Для основы берем картон от коробки. Для этого ящика буду делать органайзер. Уменьшила размер ящика на 2 сантиметра. Высота бортика 3 сантиметра. Из гофрокартона нарезаем полоски 3 сантиметра шириной. Крафт-бумагу получаем из пакета. А оклеиваю ребра. Это удобно делать клейстером. Клей из муки и воды. Не обязательно оклеивать всю заготовку, только верх перегородок. В некоторых местах фиксирую перегородки крафт-бумагой, так как при намокании термоклей не держится. Пока заготовка сохнет, займусь массой. Смотрите очередной рецепт папье-маше своими ногами. Попрыгать на яичных лотках посоветовала подписчица, пожалевшая мои руки. Да, действительно, это экономит время и довольно весело. Заливаю кипятком и оставляю, пока не остынет. Немного размельчаю руками. Затем блендером. Отжимаем, но не сильно. Масса должна быть достаточно влажной. Добавляем клей ПВА. Точных пропорций у меня нет. Масса должна быть клейкой на ощупь. Добавляю обойный клей. Даем массе час-два постоять и приступаем к работе. Эта масса очень пластичная, она хорошо выравнивается и не требует шлифовки после высыхания. Папье-маше с обойным клеем не рекомендуется долго хранить. Старайтесь использовать в течение нескольких дней. Здесь главное не торопиться. Берем небольшие кусочки массы
и постепенно покрываем поверхность. Хорошо разглаживаю и отправляю на просушку. Лучше всего на солнышке. Окрашиваю акриловыми красками. Когда высохнет, прохожусь сухой кистью с минимальным количеством краски. Покрываю универсальным лаком. Немного металлизированного воска. Чтобы приклеить такую плотную бумагу, ее необходимо намочить. Наношу клей ПВА. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.